Всем привет, всем здрасте, дорогие друзья, с вами Кисель. В этом видео мы с вами будем разговаривать касательно фракционного модуля очередного, улучшенная плазма. А обо всем подробнее далее, а с вас, как всегда, лайк, подписочка, колокольчик, АСМИА контент, если хотите поддержать меня и контент, который выходит на канале, все ссылочки в описании под видео, бусти и донатики. А вот теперь поехали. Получаем мы это дело у этого персонажа. После 4 недель поддержки данной фракции открывается доступ к улучшенному ускорителю плазмы, особому плазменному оружию. Давайте смотреть на характеристики. Энергию жрут силовую они также. То, что разная масса и целостность, не обращайте внимания, это просто такая гайка стоит. Урон здесь 83, здесь 34, но урон в секунду обычный 24, здесь 28. То есть фракционка носит больше урона. Тяга распределителя. Здесь 13,6, тут 5,5. Вроде оно жрет меньше по распреду, но не все так однозначно. Дальше увидите, в чем дело. Та же самая история с тепловой нагрузкой. Здесь 21,8, почти 22, тут 11. Бронебойность одинакова, максимальная дальность одинакова, скорость полета снаряда такая же, а вот скорость стрельбы 0,3 у обычной и 0,8 у фракционки. Тип урона, конечно же, абсолютный, радиус полного урона 2 километра. Давайте-ка посмотрим, как это дело стреляет. Потому что урон-то у нас выше, но остальные показатели меньше. Но это немножко неправда. Сейчас покажу. Смотрим. Обычная плазма. Ничего удивительного. Не особо высокая скорострельность. Ну и то, к чему мы все привыкли. А вот фракционная наша плазма стреляет следующим образом. И урон чуть-чуть у нее будет повыше, но распред она будет же посильнее, и греть она вас будет тоже посильнее. Так что, как-то так. Давайте-ка перейдем к инженеру, как мы будем их делать, и что вообще делать с плазмой, ну, на всякий случай. Но обычно делаются по классике таким образом. Ставится просто-напросто эффективное орудие на плазму и различные экспериментальные эффекты, и кайфуете. Точное орудие ставят редко, легкое никогда, дальнобойное, да в принципе тоже никогда, усиленное можно, но как бы там и распред жрется, и нагрев больше. Будьте с этим аккуратны. Улучшенная скорострельность. Тут у нас добавляются колебания, бластер малого радиуса действия. Ну, та же самая история, вспомните СРБ рельсы, те же самые, прочное крепление. Ну, как бы... тоже довольно редко. По экспериментальным эффектам ставится обычно следующее. Что на фракционку, что на обычное. К примеру, рассеивающее поле, проводник тепла, вечная классика, и генератор помех для системы захвата целей. Берем, короче, плазму, эффективную в 5 гаек с проводником тепла, и обычную, и фракционную, и смотрим, какая у нас будет разница по нанесенному урону по кораблю противника за отведенное время. Ну, я сейчас просто буду по нему стрелять в ускоренном виде. Обычной плазмой. За 3 минуты мы сняли, получается, 46%. Специально взял большой временной отрезок, чтобы было понятно, потому что у нас разная скорострельность, разный урон, разный боезапас, перезарядка и все остальное. Давайте-ка теперь попробуем фракционный вариант данной пушки. Улучшенная плазма, также 3 минуты, все в ускоренном виде, ну и так далее. %53 мы смогли снять с помощью данной плазмы. Скорострельность довольно очень неплохая. Но меня больше волнует то, что эта штука больше распреда жрет и греет сильнее. Насколько вы знаете, есть следующий экспериментальный эффект. Генератор помех для системы захвата целей, позволяющий сбивать захват цели при попадании. Давайте-ка посмотрим, как это работает с обычной плазмой и как это работает с модифицированной. Смотрим. Сбил. Смог взять его в лок снова. Не сбивает. Лок. Сбил лок. Взял снова его в цель. Все еще держится у меня. Слетел. Продолжаем.
Получается, каждый второй выстрел. Сейчас у меня перезарядка. Слетел. Держусь. Слетел. Теперь давайте посмотрим, что это будет по секундам. И сейчас слетел, и плазма не прорисовалась. И не было от нее звука, кстати. Снова слетело. Сейчас не слетит. Со следующего выстрела лог снова слетит. Переключаемся на фракционную плазму. Смотрим. Скинул. Не скинул. Не скинул. Не скинул. Не скинул. А вот теперь скинул. То есть примерно КД у этой штуки одно и то же. И скорострельность на это дело у нас, получается, не влияет, как и я это понимаю. Ну, давайте еще убедимся. У него перезарядка. И следующий выстрел, естественно, он скинет мне захват цели. Сейчас не сможет. Какое-то время. Думаю, суть ясна. Также у нас есть еще рассеивающее поле, экспериментальное улучшение, снижающее потенциальный прямой урон, но позволяющее временно сбить с наводки орудия на карданном подвесе и турельной установке. Давайте-ка проверим также фракционку и обычную плазму на эту тему. Смотрим. Обычные. Держится. Держится. Ну, как видите, снова на меня этот чаф отвратительно не кидает. Сейчас кинуло снова. Мне кажется, будет точно такая же ситуация, как с предыдущим экспериментальным эффектом. Нету. И вот снова есть. Возможно, реально будет то же самое. Невидимая плазма сейчас была, могли заметить. Чинит фронтир это давно, еще не починили. Сейчас она снова не сработала, и следующий выстрел срабатывает. Нет, не срабатывает. Вот теперь срабатывает. Давайте смотреть фракционную. Фракционная. Скинула. Не скидывает. Не скидывает. Не скидывает. И скидывает. Получается примерно то же самое. То есть у нас есть КД у экспериментального эффекта, и при смене оружия на более скорострельное эта тема не меняется. Так что получается довольно грустненько. Безостановочно сбивать гимбалы, безостановочно сбивать лок у цели не получится. Нет, конечно, получится это делать довольно часто, но не прям чтобы все время попадая по противнику. К сожалению. Но зато мы дело проверили. Но данная фракционная пушка, на удивление, не бесполезная, как некоторые другие могут быть. У нее есть один плюс, который вытекает из ее минуса. Вот о чем я. Проводник тепла. Экспериментальное улучшение, позволяющее наносить увеличенный урон в случае, когда уровень тепла вашего корабля повышен. А у нас данный фракционный модуль жрет больше распределителя, что способствует большему нагреву, и имеет большее тепловыделение из-за своей скорострельности. То есть нам проще нагреться и проще повысить свой урон, который будет от нас исходить. Но есть одна проблема. Эта пушка только третьего размера. Фердиланс имеет 4 двойки, 1 четверку. Мамба, конечно, имеет там 2 тройки, но Мамба это Мамба. Там не только с маневренностью проблема, но и со сведением. Ну вот, к примеру, Крайт МК-2. У него 3 тройки. Можно поставить 3 такие пушки и прогреваться, плюс 2 рельсы и развлекаться по полной программе, но можно пойти еще дальше. Также это дело можно провернуться на Конде. Тут у нас 3 тройки и 1 четверка. С корветом это дело не получится. Тут 2 четверки, 1 тройка, 2 двойки, 2 единицы. У Катара 1 четверка, 2 тройки, 4 двойки. Тоже пролет. У Тайпа 10, конечно, 4 тройки. Но чтобы с него попадать, нужно сначала делать залп с правого борта, а потом с левого. Потому что, ну, это Тайп 10. Маленький стервятник будет разогреваться так не слабо из-за своего размера. Да и плюс не забывайте про тот же самый питон, который пожирнее Крайта МК-2.
Если вы стреляете, скажем, по большому неповоротливому кораблю, то да, это прикольно. Если вы стреляете этой фракционкой по, скажем, Фердилансу, то, ну, будьте готовы к тому, то, что нормально реализовать урон и скорострельность у вас не получится, потому что Фердиланд, зараза, маневренный. Так что пушечка не то чтобы бесполезная. Она более ситуативная и под конкретные корабли, которые можно пересчитать по пальцам одной руки. Прикольно, но все же я, наверное, лучше буду использовать обычную плазму и не буду заморачиваться, потому что я не привязан к размеру данной пушки. Как-то так. Пишите, что думаете касательно данного фракционного модуля. Может быть, я его правильно не понял. А у меня на этом все. Всем спасибо, друзья, за ваши просмотры, лайкосики, подписочки, донатики и все это прекрасное. В описании под видео все возможные ссылочки, плейлисты, социальные сети и помощь каналу. С вами был Кисель, всем до встречи и пока-пока. Увидимся с вами завтра, ну или сегодня на стриме, если он будет. Хотя вряд ли. Много дел и работы. Всех обнял, до встречи.